Замеряю длину проймы выкройки и делю на 3. Получаю высоту оката. Сгиб на кальке – это долевая. Отмечаю высоту оката. Из получившейся высшей точки отмеряю длину рукава. Замеряю охват руки сверху, в самом широком месте. Делю на 2. Прибавляю 1 см для свободы облегания. Отмеряю из низшей точки высоты оката в сторону. Замеряю охват запястья. Отмеряю 1/2 по низу рукава. Соединяю точки. Вверху должен получиться прогиб 1 см. Соединяю верхние точки. Это расстояние делю на 4 части. Из верхней точки вверх 2 см. Из нижней точки вниз 1 см. Отмечаю перед и спинку. Обрисовываю плавной линией окат рукава. Вверху оката линия выходит под прямым углом. Вырезаю. Делаю небольшие корректировки. На половинке спинки сверху снимаю 0,5. На передней половинке снизу снимаю 0,5. Раскрываю верхнюю часть оката. Намечаю центр рукава. Приподнимаю центральную часть где-то на 6 сантиметров. Остальные детали выкладываю полукругом. Обрисовываю новый окат рукава. Он получился у меня не очень плавным, поэтому добавляю еще около 1,5 сантиметров вверх и вырисовываю красивую линию оката. Верхнюю часть нужно будет присобрать. Отметьте на деталях спинки и полочки место сборки рукава. Замеряю расстояние низа проймы, где сборки не будет, и откладываю это расстояние по основным деталям спинки и полочки.
Перед тем, как шить изделие, я сметываю его для предварительной примерки. Складываю боковые детали лицом к лицу, сметываю те места, где нет сборки, совмещая точки. Я сметала низ, верх под проймой и совместила точку талии. Прометываю место сборки и стягиваю его на ниточку до нужной длины. Сметываю боковой шов. Сметываю плечевые. Провожу примерку. Вношу корректировки, если требуется. Я после примерки только уменьшила длину на 5 сантиметров.
Раскраиваю рукав, пока что один, сметываю рукав, сначала вметываю нижнюю часть проймы, где нет сборки. Потом совмещаю вершину рукава и плечевой шов. Сборку прометываю и стягиваю до нужной длины. Вметываю верхнюю часть рукава. При примерке мне показалось очень мало сборки. Она не скрадывает мои недостатки фигуры. Поэтому при пошиве все сборки заложу в складки. Вы можете делать на свое усмотрение. Сначала обрабатываю оверлоком низ платья, низ рукава. Нижнюю юбку также по линии талии. Складываю детали переда. Совмещаю линию талии. Совмещаю юбочки по боку, там, где нет сборки. Юбочка должна войти в боковой шов уже с подгибкой низа. Также делаю подгибку в этом месте.
Для удобства сметываю участки без сборки, переворачиваю деталь переда на лицо и закладываю складки. Складок может быть любое количество и могут быть любой глубины, не обязательно одинаковой. Приметываю нижнюю юбку переда к детали переда. Лицом к лицу накладываю деталь спинки. Совмещаю низы, глубину проймы, талиевые точки, а также места сборок. Все сборки закладываю в складки. Количество и глубину делаете на свое усмотрение.
Стачиваю боковые швы обычной прямой строчкой, немного натягивая ткань. Совмещаю и стачиваю плечевые. Стачиваю швы рукава. Теперь следует все стаченные швы обработать оверлоком, срезая припуски до 0,5. Все припуски обрабатываю вместе. Втачиваю рукав. Так же, как при примерке, выворачиваю его на лицо и вкладываю в пройму. Совмещаю нижнюю точку оката и нижнюю точку проймы. Сметываю нижнюю часть рукава до сборки. Теперь совмещаю верхнюю точку оката и плечевой шов. И все излишки закладываю в складки. Складок также может быть любое количество и любой глубины. Самое главное сделать симметрично на втором рукаве. Втачиваю рукав. Использую обычную прямую строчку. После обрабатываю припуски оверлоком, срезая припуски до 0,5. Горловина у меня узкая и без застежки, поэтому она должна хорошо тянуться. Обработаю ее косой бейкой для трикотажа. Выглядит она как тоненькая резинка. Прикладываю бейку со стороны лица, параллельно припуску. Соединяю бейку внахлёст. Пришиваю мелким зигзагом. Отворачиваю бейку наизнанку. И делаю еще одну строчку зигзагом, пришивая край бейки к платью. Горловина прекрасно тянется и хорошо зафиксирована.
Низ платья и рукава подшиваю вручную потайными стежками, чтобы сверху не было строчек.